Сегодня готовим бисквит д'Акуаз, хрустящий снаружи и мягкий внутри. Первым делом готовим французскую меренгу. Белки комнатной температуры 110 граммов. Начинаем взбивать без сахара на низкой скорости миксера, постепенно наращивая скорость до средней. Когда белки превратились в пышную пену, состоящую из множества пузырьков одинакового размера, добавляем 55 граммов сахара и продолжаем взбивать на средне-высокой скорости. Для французской меренги старайтесь использовать мелкокристаллический сахар. И я напомню, что разделять яйца на белки и желтки нужно очень аккуратно, чтобы в белок не попал желток. Взбиваем меренгу до состояния мягкого пика. Очень важно не перевзбить. Меренга должна быть стабильной, но мягкой. Отдельно соединяем 60 граммов миндальной муки, 110 граммов сахарной пудры. Хорошо все перемешиваем венчиком. Если в пудре есть слежавшиеся комочки, то ее нужно обязательно просеять. Миндальную муку можно заменить другой ореховой мукой или измельченными орехами. Очень хорошо подойдет фундук. Добавляем в меренгу сухие ингредиенты в 2 захода и перемешиваем вручную силиконовой лопаткой. Миксером перемешивать нельзя ни в коем случае. Тесто в результате должно получиться однородным и довольно густым. С лопатки оно не стекает, а как бы рвется. Готовое тесто перекладываем в кондитерский мешок. Я использую круглую насадку 1,5 см, но это не обязательно. Можно просто срезать край мешка. Это тесто не может ждать, его нужно сразу отправлять на выпечку. Я на противень постелила силиконовый коврик и буду выпекать в кольце диаметром 22 см. Но если у вас нет кольца нужного диаметра, то нарисуйте на обратной стороне отреза бумаги для выпечки круг диаметром 22-23 см. Смазывать бумагу маслом не нужно. Отсаживаем бисквитный диск. Немного теста я выкладываю рядом, чтобы затем использовать его для крошки. А чтобы д'Акуаз был еще вкуснее, сверху через сито можно посыпать сахарной пудрой. Это создаст дополнительную сахарную корочку и придаст приятный цвет при выпечке. Ставим противень в заранее разогретую до 180 градусов духовку. У меня включен режим конвекции, но можно выпекать и на режиме вверх-вниз. Выпекается д'Акуаз достаточно быстро, ориентировочно 15-20 минут, в зависимости от вашей духовки. Выпекать нужно до уверенного золотистого цвета. Готовый д'Акуаз достаем из духовки, аккуратно стягиваем на доску или решетку и оставляем полностью остыть. И только после полного остывания вырезаем корж из кольца при помощи тонкого ножа. Бисквит д'Акуаз можно приготовить заранее и после полного остывания завернуть его в пищевую пленку и спокойно хранить при комнатной температуре несколько дней. Если остались вопросы, обязательно задавайте их в комментариях. Готовьте и присылайте фотоотзывы ВКонтакте. А сегодня на этом все. До встречи в новом видео.